Ноябрь 2004 года. Тихий океан, примерно в 160 километрах от побережья Сан-Диего. Уже несколько дней радары крейсера «Принстон» фиксируют странные объекты. Они появляются на высоте около 24 километров, а затем за секунды опускаются к поверхности воды. Для перехвата в небо поднимается пара истребителей. Одним из пилотов был командир эскадрильи Дэвид Фрейвер. День был ясный, видимость отличная. Но то, что летчики увидели внизу, не поддавалось никакому объяснению. Поверхность океана бурлила, а прямо над водой висел белый вытянутый объект длиной около 12 метров. Позже его сравнят с конфетой «Тик-так». У него не было крыльев, хвоста и видимых следов работы двигателя. Когда Фрейвер пошел на сближение, объект резко ускорился и исчез из поля зрения. Спустя короткое время радары снова обнаружили его уже в 60 километрах. Позже другой экипаж снял похожий объект на инфракрасную камеру. Эта запись будет обнародована только спустя годы. Пентагон официально признает, военные действительно сталкивались с неопознанными летающими объектами. Но самое странное было не это. Подобные случаи фиксировали еще за десятилетия до этого. Сегодня инцидент у берегов Сан-Диего обсуждают не только любители теорий о пришельцах, но и официальные лица в США. Почему такие случаи годами оставались под грифом «секретно»? В этом видео мы разберем документы, показания военных и опубликованные записи. Мы постараемся понять, где заканчиваются слухи и начинаются факты. Сначала нужно уточнить главное. НЛО — это не обязательно пришельцы. Эта аббревиатура означает «неопознанный летающий объект». То есть в небе заметили цель, которую в момент наблюдения не смогли распознать. Позже у такого объекта может найтись обычное объяснение – самолет, дрон, метеозонд, редкое атмосферное явление или сбой техники. Но иногда ответ найти не удается. И здесь появляется вопрос, может ли жизнь существовать за пределами Земли? С точки зрения математики – да. Земля находится в Солнечной системе, а Солнечная система – лишь малая часть Млечного Пути. В нашей галактике сотни миллиардов звезд, и у многих из них могут быть планеты. Поэтому мысль о том, что жизнь могла возникнуть только на Земле, выглядит все менее убедительно. Но одно дело – допустить жизнь где-то во Вселенной. И совсем другое – считать, что она уже прилетала к нам. Дальше мы будем говорить о необъяснимых объектах в США. Не потому, что НЛО видели только там, а потому, что именно там осталось больше всего следов – радары, отчеты военных, газетные публикации и закрытые документы. Современная история НЛО началась 24 июня 1947 года. В тот день американский пилот Кеннет Арнольд летел на своем самолете недалеко от горы Рейнер. В небе он заметил 9 странных объектов. Они двигались строем и летели с огромной скоростью. Арнольд не называл их летающими тарелками. Он сказал, что они двигались так, будто тарелка скачет по воде. Журналисты сократили это сравнение до простой и понятной фразы «летающая тарелка». После этого выражение быстро разошлось по всей Америке. Люди стали чаще сообщать о странных дисках, огнях и объектах в небе. Газеты писали об этом каждый день. И уже через 2 недели произошел случай, который станет главным символом всей темы НЛО. Июль 1947 года. Район Розуэлла, штат Нью-Мексико. Местный фермер находит в пустыне странные обломки, легкие деревянные элементы, куски фольги, резиновые полосы и материалы, которые не были похожи на обычные части самолета. На место приезжают военные. Командир авиабазы, полковник Уильям Бланшард, выпускает заявление для прессы. В нем говорится, что армия захватила летающий диск. Новость сразу становится сенсацией. Но уже через несколько часов версия меняется. Генерал Роджер Реми показывает журналистам другие обломки и заявляет, что никакой тарелки не было. Это был обычный метеозонд. Позже объяснения снова будут меняться. И именно эта путаница сделает Розуэлл не просто газетной сенсацией, а историей, к которой будут возвращаться десятилетиями. К концу того же года в США появились сотни сообщений о летающих дисках. Часть из них можно было объяснить ошибками, слухами или природными явлениями. Но среди свидетелей были пилоты, военные и люди, чьи слова не получалось просто отбросить. Так тема НЛО вышла за пределы газетных заголовков. Ею начали заниматься государственные структуры. Странные объекты видели и до Розуэлла. Просто тогда еще не было слова «летающая тарелка». Во время Второй мировой войны пилоты над Европой и Тихим океаном рассказывали о светящихся сферах рядом с самолетами.
Они держались у крыла, появлялись позади и будто сопровождали их. Союзники считали, что это секретное оружие Германии. Но после войны выяснилось, немецкие пилоты видели похожие огни и тоже считали их разработкой противника. Их пытались объяснить огнями Эльма. Это оптическое явление в атмосфере, при котором возникает голубоватое свечение в форме светящихся линий. Но летчики отвечали, что они знали, как выглядят обычные атмосферные явления, и это не было похоже на них. Летом 1946-го похожие истории появились в Швеции и Финляндии. В небе замечали ракеты-призраки, вытянутые объекты с огненным следом. Некоторые объекты маневрировали не как ракеты, а поиски обломков почти ничего не дали. К 1947-му у разных стран уже были документы о странных целях в небе. Розуэлл и история Кеннета Арнольда не создали феномен с нуля. Они просто дали ему новое имя – НЛО. Публично власти высказывались осторожно, но военные смотрели на ситуацию иначе. Если над США появляются неизвестные аппараты, нужно срочно понять, что это – ошибка наблюдения, природное явление, секретные испытания или техника возможного противника. Холодная война только начиналась. Главным соперником Америки становился Советский Союз. Военные допускали, что СССР мог получить часть немецких технологий после Второй мировой войны и использовать их в собственных разработках. Поэтому для Пентагона тема НЛО выглядела не фантастикой, а прямым вопросом национальной безопасности. В сентябре 1947 года генерал Натан Твининг подготовил секретный доклад. В нем говорилось, что подобные сообщения нельзя просто списывать на выдумки, ошибки или галлюцинации. Так появился проект «Знак», первая официальная группа, созданная для изучения таких случаев. Военные собирали свидетельства, анализировали данные и проверяли все возможные версии. Однако внутри проекта быстро возник спор. Одни специалисты настаивали на земных причинах и считали, что всему можно найти рациональное объяснение. Другие были уверены, часть случаев выглядит слишком необычно даже для секретной техники того времени. Позже появился документ, где всерьез рассматривалась версия внеземного происхождения объектов. Военное руководство эту идею не приняло. Прямых доказательств не существовало, а подобный вывод мог вызвать панику и политические последствия. В итоге документ уничтожили, а сам проект вскоре свернули. Но сообщения никуда не исчезли. В архивы продолжали поступать показания пилотов, данные радаров и описания объектов, которые вели себя не как обычные самолеты. Тему попытались закрыть, но к тому моменту она уже начала выходить из-под контроля. 7 января 1948 года тема НЛО впервые закончилась гибелью человека. В небе над штатом Кентукки заметили большой светлый объект. Его видели обычные свидетели, полиция и военные. Он двигался высоко, и с земли было трудно понять, что именно они видят в небе. Для проверки подняли несколько истребителей. Одним из пилотов был капитан Томас Мантелл. Сначала это выглядело как обычный перехват неизвестной цели. Пилоты набирали высоту и пытались приблизиться к объекту. Вскоре часть экипажей прекратила преследование. Самолеты не были рассчитаны на такой подъем без кислородного оборудования. Мантелл продолжил полет. По радиосвязи он сообщил, что видит крупный объект. После этого связь оборвалась. Позже обломки его самолета нашли на Земле. Сам пилот погиб. Сначала говорили, что Мантелл мог преследовать планету Венеру. Позже появилась версия о высотном аэростате. Но для многих эта история уже стала тревожным сигналом. Неизвестная цель в небе привела к реальной катастрофе. После гибели Мантелла военным понадобилась уже не временная группа, а постоянная система. Так появился проект «Синяя книга», самое известное официальное расследование НЛО в США. Его возглавил офицер ВВС Эдвард Руппельт. Именно при нем вместо газетного выражения «летающая тарелка» начали использовать более нейтральное название – НЛО. К работе привлекли астронома Джозефа Аллена Хайнека. Сначала он был убежденным скептиком. Его задача была простой – находить обычные объяснения и закрывать дела, которые были преувеличены прессой. И во многих случаях это действительно получалось. Но в архивах оставались отчеты, которые не удавалось списать на ошибку или фантазию. Их давали опытные пилоты, диспетчеры, операторы радаров. В этих историях объекты двигались слишком быстро, резко меняли направление и вели себя не так, как обычная техника того времени. Проект «Синяя книга» должен был показать обществу, что все под контролем. Но, к сожалению, это сделать не получилось.
Ирония в том, что именно скептик Джозеф Аллен Хайнек позже станет одним из главных критиков официальной версии. Летом 1952 года неизвестные цели появились не где-то в пустыне, а над столицей США. Их заметили над Вашингтоном. Диспетчеры увидели на радарах несколько объектов, которые двигались над столицей США и не отвечали на запросы. Часть отметок появлялась рядом с закрытым воздушным пространством над Белым домом и Капитолием. Потом появились сообщения от пилотов. В небе действительно наблюдали странные огни. Для проверки подняли истребители. Но когда самолеты приближались к целям, объекты исчезали с экранов и появлялись уже в другой части города. Теперь это было уже не сообщение от случайного очевидца. Неопознанные цели фиксировали над столицей страны, рядом с главными зданиями американской власти. В Белом доме потребовали объяснений. Военным пришлось отвечать публично. Официальная версия свелась к погодному явлению. Особое состояние воздуха могло создавать ложные отметки на радарах. Но почему тогда похожие объекты видели пилоты, и почему все повторилось снова? После событий над Вашингтоном темой НЛО занялось не только военное руководство, но и ЦРУ. В январе 1953 года ЦРУ собрало группу экспертов под руководством физика Говарда Робертсона. Комиссия изучила материалы и пришла к выводу: прямой угрозы со стороны НЛО не доказано. Но массовый интерес к теме сам по себе может стать проблемой. Слухи, паника, ложные сообщения и недоверие к властям могли нарушить работу системы безопасности. После этого подход изменился. НЛО стали не только изучать. Их начали публично обесценивать. В газетах, на телевидении и в официальных комментариях все чаще звучала мысль, что очевидцы ошибаются, фантазируют или хотят внимания. Но если власти сами изучали такие случаи еще в 50-х, почему десятилетиями убеждали всех, что это выдумка? На первый взгляд это должно было успокоить людей, но эффект оказался другим. Пилоты, диспетчеры и военные начали молчать. Рассказать о странном объекте значило рискнуть репутацией, карьерой и доверием начальства. Так тема НЛО ушла из серьезного разговора в область насмешек. Но сами сообщения никуда не исчезли. В сентябре 1961-го Бетти и Барни Хилл возвращались домой после отпуска. Они ехали ночью по шоссе в штате Нью-Гэмпшир. Дорога была пустой. В какой-то момент супруги заметили в небе яркий объект. Сначала он выглядел как обычный свет, но затем начал двигаться странно. Приближался, уходил в сторону и будто сопровождал машину. Барни остановился и посмотрел на объект в бинокль. По его словам, он увидел аппарат с рядом окон. Внутри будто находились человекоподобные фигуры. После этого супруги испугались и попытались уехать. Дальше случилось нечто необъяснимое. Они услышали необычный вибрирующий звук. После этого их память обрывается. Когда Бетти и Барни пришли в себя, оказалось, что они уже далеко от того места. По их ощущениям, прошло совсем немного времени. Но часы показывали, что из их жизни исчезло около 2 часов. Сначала они не могли объяснить, что произошло. Позже появились тревожные сны, обрывочные воспоминания и ощущение, что с ними случилось что-то, о чем они не могут вспомнить. Через несколько лет супруги обратились к психиатру. Во время сеансов гипноза они начали рассказывать похожие детали. Неизвестный аппарат, странные существа и медицинские процедуры. Именно история Бетти и Барни Хилл стала одним из самых известных случаев предполагаемого похищения в истории НЛО. Но по-настоящему пугающим оказалось то, что после этого начали появляться похожие рассказы от других людей, никак не связанных между собой. Яркий свет, потерянное время, ощущение полного бессилия, обрывки воспоминаний о холодном помещении, фигурах рядом и страхи, которые невозможно забыть. К концу 60-х власти решили официально закрыть тему НЛО. Для этого правительство заказало крупное научное исследование в Университете Колорадо. Проект длился 2 года и стоил $500 000. Финальный вывод прозвучал однозначно. Изучение НЛО не принесло науке ничего ценного, а продолжать подобные программы нет смысла. Для властей это стало удобным решением. Если научная комиссия говорит, что проблемы нет, значит, тему можно закрывать. Но позже выяснилось, еще до завершения исследования существовала служебная записка, из которой следовало, что часть организаторов не рассчитывала найти в материалах ничего серьезного. После этого итоговый вывод стал звучать иначе. Он уже не воспринимался как результат беспристрастной проверки. Создавалось ощущение, что расследование должно было не столько разобраться в теме, сколько дать государству официальный повод прекратить работу. Проект «Синяя книга» свернули.
В 1969-м объявили, что НЛО не представляют угрозы национальной безопасности, а признаков внеземных технологий не найдено. Официально на этом история должна была закончиться. Программу остановили, финансирование убрали, материалы отправили в архивы. Для государства вопрос был закрыт. Но для всех, кто видел эти объекты, такой ответ не объяснял, что именно они наблюдали в небе. Спустя десятилетия Розуэлл снова вернулся в центр внимания. Долгое время официальная версия звучала просто. В пустыне нашли обломки обычного метеозонда. Но в 90-е годы под давлением общественности и Конгресса военные провели новое расследование. Оказалось, что в Розуэлле действительно упал необычный метеозонд. Объект был связан с секретным проектом «Могол». США запускали в небо связки высотных аэростатов с оборудованием. Эти аппараты должны были подниматься в верхние слои атмосферы и улавливать звуковые волны от советских ядерных испытаний. То есть это был не инопланетный корабль, а секретная военная программа времен Холодной войны. Позже ВВС выпустили еще один отчет. В нем попытались объяснить рассказы очевидцев о телах гуманоидов. По новой версии, люди могли видеть не существ, а манекены для испытаний, которые сбрасывали с парашютами. Но и здесь появились нестыковки. Такие испытания начались позже событий в Розуэлле. Именно поэтому Розуэлл не исчез из истории НЛО. Даже если принять версию о проекте «Могол», остается главное – власти десятилетиями поддерживали объяснения, которые потом пришлось менять. Государство может скрывать не только пришельцев. Иногда оно скрывает обычные секретные проекты. Но для людей разница уже не так важна. Если одна официальная версия сменилась другой спустя десятилетия, доверять следующим объяснениям становится гораздо труднее. В 2017-м в открытый доступ попали военные записи, сделанные с бортовых камер американских истребителей. Среди них была и история объекта Тик-Так, с которой начался этот ролик. После десятилетий насмешек выяснилось, что военные не просто слышали подобные рассказы. Они сами собирали такие материалы, хранили их и продолжали изучать. Позже Пентагон признал подлинность опубликованных записей. Но признать видео не значит объяснить объект. Это только подтвердило главное. Часть наблюдений остается без понятного ответа. После этого изменился сам тон разговора. Тему стали все чаще называть не НЛО, а неопознанными воздушными явлениями. Так ее попытались вытащить из области шуток и вернуть в язык официальных отчетов. История с Тик-Таком не доказала внеземную версию. Но она показала, что старая формула больше не работает. Не все странные случаи можно списать на фантазии очевидцев, ошибки приборов или газетные сенсации. Почти 80 лет тему НЛО то поднимали до уровня государственных расследований, то снова превращали в повод для насмешек. Менялись названия, версии и официальные объяснения, но сообщения о странных объектах продолжали появляться. Главный вопрос здесь не в вере в пришельцев. Он слишком простой. Важнее другое. Даже после докладов, комиссий и публичных заявлений остаются случаи, которым так и не дали точного ответа. Поэтому тема НЛО возвращается снова. Не как старая история о летающих тарелках, а как серьезный вопрос, что именно появляется в небе, если это не могут сразу распознать ни пилоты, ни военные, ни современные системы наблюдения. И чем больше таких эпизодов всплывает, тем больше вопросов остается. Сколько материалов до сих пор закрыто? Сколько свидетелей предпочли промолчать? Сколько случаев просто не попало в новости? И если все это ошибки, почему государство тратило десятилетия на расследование? А как считаете вы, за этими историями стоят обычные земные объяснения или нечто, к чему мы пока не готовы? Пишите в комментариях.